Спасибо. Да, тему, конечно, мы сегодня выбрали очень веселую, на мой взгляд. Но ладно, давайте попробуем. Вообще, если так говорить, то идея о том, что мир, в котором мы живем, вдруг может внезапно исчезнуть, она не нова. Наверное, сколько существует цивилизация, столько, в принципе, есть мифов, легенд, религиозных каких-то вот таких идей, что мир, он конечен, и, в принципе, вот после этого ничего не будет. Причем с появлением научной картины мира не то, чтобы ситуация как-то сильно изменилась, скорее появилось больше поводов для разговора. Итак, наверное, первый случай, когда человечество впервые, не на шутку, испугалось космического явления, это кометная паника 1910 года. Что тогда происходило? Должна была вернуться комета Галлея. Люди знали, что она делает оборот вокруг Солнца примерно там за 76 лет. Вот, очередное появление. Астрономы даже посчитали, что, оказывается, в этот раз Земля пройдет через хвост кометы. Ну, в принципе, комета – это же видимое ничто. То есть у комет хвосты тянутся на десятки миллионов километров, и, в принципе, если считать размер кометы с хвостом, это были бы самые крупные тела Солнечной системы. Ну, пройдет и пройдет, вроде бы ничего страшного. Но на свою беду человечество в то время уже освоило спектральный анализ. Люди могли изучать химический состав тел, не трогая их в лаборатории. И внезапно в спектре кометы Галлея обнаружили линии циана. О, боже мой, понимаете, это же ядовитый газ. То есть, а теперь складываем дважды два. Земля пройдет через хвост кометы. Комета ядовитая. Боже мой, мы все умрем. Что тут началось? Любая заштатная какая-то газетенка, да, считала своим долгом предоставить глубокую аналитику, насколько опасна комета и какие ужасные последствия ждут нашу цивилизацию. Естественно, бизнесмены подошли к делу очень серьезно, да, подготовленно. Особым спросом пользовались баллоны с сжатым воздухом. Ну, потому что как, вот ядовитый газ же пойдет, а у нас свой воздух, все нормально. Маски, кстати, очень хорошо шли, зонтики. Я не знаю почему, видимо, комета наверху, поэтому, наверное, ядовитый газ сверху пойдет, у меня зонтик. Вот как бы нормально. В Англии в аренду сдавали такую небольшую подводную лодку, значит, чтобы переждать, когда комета будет, под водой, и вроде бы все нормально. Но мое любимое – это пилюли от кометы. Вот, собственно, вот фотография. Знаете, я бы очень хотел бы, чтобы вот у нас были такие пилюли от разных мировых таких событий, на которые вроде не можешь повлиять. А тут вот сидел пилюли, оно как-то все рассосалось. Было бы очень неплохо. Но понятное дело, что комета в итоге пролетела мимо, всех очень напугала, кто-то заработал много денег, но, в принципе, и ладно. Вот такая была первая встреча. Сейчас, в наше время, наверное, главная космическая страшилка – это то, что Земля столкнется с астероидом. Вот если набрать в поисковике там астероид Земля, мы узнаем, что наверняка в этот момент ужасный гигантский астероид-убийца несется к Земле, караул, катастрофа. Почему так? Причин, наверное, две. И первая – это динозавры. Дело в том, что, наверное, все в детстве, ну как все, многие любили динозавров. Я очень любил, и сейчас их люблю, на самом деле. И когда вот мы в детстве читали книжки про динозавров, мы узнавали, кроме того, что есть разные виды, там эти друг друга жрут, все красиво, шикарно, оказывается, их убил метеорит. И, возможно, он как бы может, другой метеорит убить и нас. Вот приходит такое неприятное осознание. Вторая причина популярности именно вот столкновения с астероидом – это, на мой взгляд, фильм Майкла Бэя «Армагеддон», где красавец Брюс Уиллис спасает нашу цивилизацию от ужасного космического гостя. Вот. Ну и я помню, я тогда учился, по-моему, в средней школе, что ли. Все очень обсуждали, всем очень нравилось. Ну да, поэтому астероид у нас и будет номер один таким в списке сценариев Армагеддона. Что ж тогда может произойти? Ну, просто берем и копируем историю динозавров. Итак, 66 миллионов лет назад Земля столкнулась с космической каменюкой размером где-то 10-15 километров. Это был так называемый астероид типа Си, это углистые хондриты. Он на скорости 20 километров в секунду влетел, значит, врезался в Землю в районе, где сейчас расположен полуостров Юкатан. Там находится 180-километровый кратер, который называется Чиксулуп. Ну, или как сейчас правильно говорить, Чикшулуп, но я так, ладно, старая школа. Переводится это как «демон клещей». То есть динозавров убил демон клещей. Дело в том, что очень сложно, наверное, вот я буду называть много цифр,
Очень сложно это представить. Ну, что толку? Я скажу, что при падении выделилось 100 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте, что равно там, почти 2 миллионам царь-бомб. Мы с такими энергиями в жизни дела не имеем. Нам сложно это представить. Поэтому, ну, как скажем, при тех явлениях, которые возникли из-за падения, погибло примерно 3/4 всех наземных животных. Вот. Что ж тогда именно все-таки происходило? Но опять же, да, кто хочет представить, вот вспомните, может быть, видео, как падал Челябинский метеорит, у него скорость была тоже примерно 20 километров в секунду. Но он летел по пологой траектории, Чиксилоп летел более вертикально, потому что там угол падения был где-то 45-60 градусов, как рассчитывается. Это, кстати, самый неудачный угол. Вот упал бы под другим, последствия были бы менее трагичными, но сейчас объясню почему. Вот если представили, как летит, забудьте. Потому что ничего бы не увидели. Потому что когда это космическое тело, понимаете, оно проходит через атмосферу, оно разогревается до 10 тысяч градусов, светит оно во много раз ярче, чем Солнце. И для начала мы просто ослепли бы, если бы он не совсем у горизонта был виден, а чуть повыше. А во-вторых, и мы, и животные, и растительность, которая была, они бы все испарились, потому что они превратились бы в пепел, потому что тепловое воздействие было просто колоссальное. Итак, падает этот астероид, врезается. Опять же скажу, да, там вот по оценкам 25 триллионов тонн материала было выброшено. Ну, ладно, скажу 40 гор Эверест, тоже не особо понятно. Факт в том, что при ударе выбросило огромное количество земных пород. Некоторые улетели в космос. И я уверен, что когда в будущем, вот если мы будем изучать Луну, Марс, мы будем находить на них метеориты с Земли. В том числе метеориты, оставшиеся после этого падения. Это вполне себе возможно. Другие крупные куски пород, они выходили в космос, по баллистической траектории летели, падали на другие континенты. То есть порядка 70% всей растительности сгорело в первые часы в результате пожаров, вызванных вот этими вот осколками, уже земными породами, которые полетели и просто почти подожгли все, что было. Естественно, ударная волна, да, помню, когда взрывается атомная бомба, видим тут ударную волну, которая идет, граница резкого перепада давления. Тут она была смертельна на расстоянии где-то 1500 километров от места падения. То есть представьте, что-то там где-то упало, мы не знаем, мы за горизонтом, и тут внезапно приходит ударная волна, которая нас убивает. Ничего себе, довольно неприятно. Землетрясение, ударные волны шли через всю нашу планету, поэтому они ощущались на всей Земле. Огромное цунами, потому что это все-таки ударилось в океан высотой более 100 метров. Причем нужно понимать, что когда такая цунами приходит на побережье, она не останавливается, она по руслам рек, по речным долинам идет дальше, вглубь континента. То есть это огромные были разрушения. Да, угол падения почему неудачный? Потому что при таком углу больше всего выбрасывают этих вот пород. Причем там было как неудачно, под этим, значит, под океаном был осадочный слой с высоким содержанием серы. То есть начинаются кислотные дожди. Вот. Они, да, потушат пожары, но тоже не очень приятно. А потом наступает вот та самая импактная зима, в результате вот той взвеси, которая остается на долгие годы в атмосфере. Вот было посчитано, что в северном полушарии было 2 лета без фотосинтеза у растений вообще, то есть в южном одно. То есть получается, что ну, такие вот либо ночь, либо полные сумерки как какое-то время были. Температура в среднем понизилась на 15 градусов. То есть последствия были просто колоссальные. Поэтому, как вот там говорят иногда, что, может быть, кто-то пережил там из динозавров, там умер попозже. Ну, очень похоже, что пережить такое крайне сложно, когда очень холодно, кушать нечего, растений нет, ничего нет. Неприятно, да? Откуда, кстати, мы вот это знаем, что там 2 лета без фотосинтеза, 1 лето? Вот есть такое замечательное место в Северной Дакоте, называется Танис. В то время, когда падал метеорит Чиксилоп, это была речная долина. Река впадала потом в залив, и туда пришла цунами. Пришла цунами, и вот мы видим как бы слой пресноводных рыб, которые там жили, организмов. Вперемешку вдруг он начинает идти вместе с морской какой-то живностью, с моллюсками, с там, зубы акул, кости морских рептилий. Причем, что интересно, вот эта ударная волна прошла по этой реке, в какой-то момент она потеряла свою силу и пошла обратно. Так вот сначала рыбки сориентированы в одну сторону, а потом сверху в другую. То есть вода уже отступала. Причем, что интересно, в них были найдены, в жабрах вот этих пресноводных рыб, маленькие импактные сферулы. То есть это такие вот силикатные шарики размером порядка миллиметра. Они есть в жабрах, но их нету в желудочно-кишечном тракте. То есть это говорит о том, что пошла падать вот эта вот мелкая взвесь, рыбы ей надышались, но они не успели ей наесться. То есть разница полчаса была вместе с падением сферул и уже приходом вот этой самой ударной волны.
Ну, такая страшная картина у нас вырисовывается. И вопрос, а повторить-то можем или все-таки, может, не надо? Итак, если просто изобразить Солнечную систему вместе со всеми вот этими нашими астероидами, которые летают, то, о ужас, вот третье колечко — это наша Земля здесь. Кажется, что она просто летит в таком вот море из астероидов, и просто ужас, как вот мы с ними не сталкиваемся. Их очень много. А вот на самом деле сколько их? Вот я залезал на Центр исследования околоземных объектов недавно, качал эту картинку, и вот что они пишут, что у нас, значит, на 1 октября известно чуть больше 40, нет, чуть меньше 40 тысяч околоземных астероидов. Из них где-то примерно 1011 — это астероиды больше 140 метров, и примерно там 900 камушков больше километра. И считается так, что мы знаем примерно половину камушков размером более 140 и примерно 90% больше километра. То есть нам еще осталось найти 100 околоземных астероидов размером где-то километр и более того. Так что, в принципе, это неплохо. Но немножко терминологии. Вообще, что значит околоземный там астероид или околоземный объект? Вот аббревиатура есть такая NEO или NEO, или NEA, это либо околоземный астероид, либо околоземный объект. Значит, астероид считается околоземным, если он подходит к Солнцу ближе, чем 1,3 астрономической единицы. 1 астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца 150 миллионов километров примерно. Вот. То есть на самом-то деле он не особо-то околоземный, но тем не менее вот уже мы к нему так немножко присматриваемся. Комета считается околоземной, если она также подходит, но при этом период ее обращения меньше 200 лет. А гораздо больше нам интересны другие объекты, которые называются потенциально опасные астероиды. Потенциально опасным считается астероид, если он к нам подходит ближе, чем 0,05 астрономической единицы. Ну, 0,05 считается, наверное, как бы немного, да? Но на секундочку, это 7,5 миллионов километров. Это в 20 раз дальше, чем Луна от нас. И мы называем его потенциально опасный. Поэтому вот когда мы читаем новости, что к Земле несется астероид-убийца, скорее всего, он там где-то в миллионах километрах пролетает, но журналисты считают своим долгом нужно написать: ребята, караул, берегитесь. Нет, на самом деле не обязательно. Вот там еще одно определение, что он все-таки должен быть размером больше 140 метров в среднем, но это уже не так важно. Так вот, на этом же сайте я посмотрел, что сейчас считается самым опасным для Земли. Ну, я думаю, почти все столбцы понятны, то есть годы сближения, количество возможных сближений, потому что часто бывает так, что с астероидом мы сближаемся не один раз, а несколько, а десятки, может даже сотни. И у каждого из этих сближений есть какая-то своя вероятность, с которой он с нами столкнется. Поэтому правильно высчитывать именно полную вероятность. Вот последний столбец, наверное, поясню, это значение по Полярмской шкале. Как интересно перенеслось название, ну ладно. Значит, на самом деле есть два индекса, по которому ученые оценивают опасность астероидов. Один, самый часто встречающийся, это Туринская шкала, там от 0 до 10 примерно это оценивается, 0 там самые безопасные астероиды, 10 там уже, господи, караул, что делать. Значит, ученые больше любят шкалу Палермо. Значит, она логарифмическая, и, наверное, из нее нам просто важно знать, что 0 по шкале Палермо — это такой средний шумовой какой-то индекс, вот когда ничего не происходит. Минус 2, значит, вероятность падения в 100 раз меньше, чем вот этот некоторый шум. Плюс 2, соответственно, в 100 раз больше, чем вот некоторое шумовое значение. И мы видим, что все астероиды, которые вот вроде как у нас самые опасные, у них у всех значение по шкале Палермо ниже нуля. То есть вроде бы, казалось бы, это даже и неплохо. Но тем не менее, мы знаем, что на Землю регулярно падают космические тела, они оставляют следы, называются они красивым таким словом астроблеммы, звездные раны. Причем, что интересно, когда вот я был маленький, мне показывали вот это Луна, смотри, кратеры, вот это Марс, на нем тоже есть кратеры, а на Земле кратеров нет, потому что у нас есть атмосфера, она нас защищает. Так вот, хренушки. Дело в том, что кратеры оставляют обычно такие космические тела, которым уже все равно, есть атмосфера у Земли или нет. Они все равно долетят, они скорость сильно не потеряют, и они оставят следы. Но атмосфера все-таки в этом участвует, потому что на Земле дуют ветра, идут дожди, эрозия почв, и за миллионы лет кратер обычно с окружающим ландшафтом все-таки как-то замывается. И чтобы его найти, нужны серьезные научные исследования. Поэтому вот здесь, если обратить внимание, где все кратеры почти расположены, оказывается, что астероиды и метеориты, они падают в странах первого мира. Ну, на самом деле это, конечно, не так, просто там больше денег выделяют на науку, соответственно,
больше кратеров можно обнаружить. Но тем не менее, считается, что вот по оценкам астероид вот размером с Чиксулубский, он падает раз в несколько сотен миллионов лет, астероиды порядка километра падают там в несколько миллионов лет. Ну, то есть, да, иногда такое случается. Интересная история была в 2004 году, когда ученые обнаружили астероид, позже названный Апофис. Потому что поначалу выходило, что в 2029 году он с вероятностью в 3% врежется в Землю. А размер порядка 350 километров, это такая картофелина вытянутая. И энергия, ну опять же, назову значение, там 20 этих самых царь-бомб, как бы, ну, в общем, в любом случае катастрофа регионального масштаба. Стали за ним наблюдать. Особенно мощная была такая программа наблюдений в 2013 году, когда он прошел относительно близко от нас. И крупнейшие мировые телескопы его изучали. Радиообсерватории посылали сигнал, чтобы такое радарное измерение провести орбиты. Сигнал отраженный принимали, по задержке понимали, как он проходит. Вот оказалось, что нет, Апофис он в принципе пройдет мимо. И в 29-м, и в 36-м, то есть в ближайшее время мы с ним столкновения не ожидаем. Но в 29-м году, а это будет пятница, 13 апреля, вот, он пройдет на расстоянии примерно 31 тысяча километров от поверхности Земли. То есть это примерно там, где вот чуть даже ближе, чем у нас летают геостационарные спутники. Его будет видно невооруженным глазом. Поэтому не знаю, где мы все будем, но очень, в общем, всех заранее приглашаю в пятницу вечером 13 апреля посмотреть, как будет лететь астероид Апофис. Это будет звездочка чуть тусклее, чем звезды ковша Большой Медведицы, но вполне себе, особенно за городом, нормально видно. Вот интересно, посмотрим. Вот, про Апофис есть еще одна интересная история, но, наверное, если время останется или вопросы, могу о ней рассказать. Так, ну и все-таки что делать, если мы внезапно обнаружим астероид, который нам угрожает? В 2021 году НАСА запустили миссию DART. Идея была в том, что проверить вообще, насколько эффективно мы можем отклонять астероиды от их курса. Они выбрали двойной астероид Дидим-Диморф и долбанули в 2022 году по нему вот этим самым космическим аппаратом. Вот. Почему двойной? Потому что по нему можно очень хорошо отследить изменение орбиты за счет просто изменения периода вращения вот этих двух камушков, одного вокруг другого. И вот, кстати, момент падения здесь заснят, момент удара. Оказалось, что удар был в несколько раз эффективнее, чем вообще ожидали. Почему? Астероид оказался полый. И в полостях было много газа, который при ударе сработал как такая ракета дополнительная, просто сообщив дополнительный импульс астероиду. Так что в случае чего у нас, в общем-то, есть способы планетарной защиты, и это самый простой, самый такой, когда уже мало времени осталось, можно попробовать его применить. Ну и да, вот мне очень нравится этот комикс, где ученые из НАСА на самом деле оказываются рептилоидами и мстят за бедных динозавров. Вот такая история. Что касается второго сценария, ну вот тут он нарисован. Вот представьте себе, да, я не знаю, на море 10 лет не был. Вот, и выпал мне отпуск, допустим, отправляюсь я куда-то на райские тропические острова, сижу на берегу океана, пью коктейль холодный, смотрю на ночной океан, и вдруг вижу в небе такую штуку. Загораются полярные сияния. Здрасте, приехали, могу сделать красивый снимочек. Почему-то интернет не работает, чтобы его куда-то отослать. И вообще с электричеством перебои. Что происходит? Что это? Ну, вот это новый такой интересный довольно конец света. Итак, 1 сентября 1859 года астроном Ричард Кэррингтон, как обычно, пошел понаблюдать Солнце в свою обсерваторию. Он не глазом смотрел в телескоп, он был умный дядька. Он проецировал Солнце на специальный экран, такими шторками закрывал весь паразитный свет, кроме вот света из телескопа, и зарисовывал Солнце, которое там проецировалось. В то время была на Солнце огромная группа пятен, ее было видно, в принципе, очень хорошо невооруженным глазом, там, на восходе, на закате. И вдруг он заметил, вот зарисовывая, что в этой группе появилась какая-то странная яркая двойная полоса. Что это такое? Не понял. Сначала подумал, что, возможно, где-то экран просто дырка в нем, и лучи солнца напрямую проходят. Но нет, проверил, это не так. Побежал там искать кого-нибудь, кто с ним это посмотрит. Вот, 5 минут бегал, это почти пропало все. Но оказалось, потом другие ученые, они тоже это видели. Наверное, об этом курьезе забыли бы на долгие годы, если бы через 17 часов на Землю не обрушилась бы самая мощная геомагнитная буря в истории вообще наблюдений. Полярные сияния, вот тут они в Белграде были видны в мае, да? Нет, они тогда были видны на экваторе, на Кубе, в Индии, в Австралии. То есть сияния были уже не полярными, а глобальными. Причем описывают их везде по-разному. Где-то
красное такое зарево, как от пожара, где-то белое. А вот в Нью-Йорке и в скалистых горах настолько было яркое сияние, что можно было читать ночью без света, все было бы видно. И даже есть воспоминания рабочих в скалистых горах, которые проснулись, начали готовить завтрак в домике, потому что из окна уже пробивался свет. Они подумали, ну все, солнце встает, господи, как мало поспали почему-то. Ну ладно. Потом оказалось, нет, ошиблись, это вот такое небесное явление. А особые, значит, нам интересны воспоминания людей, которые работали на телеграфе, потому что телеграф начинал искрить, бумага загоралась, людей било током, а на некоторых линиях люди догадались отключить от батареи питания телеграфной линии, и они работать продолжали через наведенный ток в этих проводах вот сами по себе. Вот такой был интересный момент. Впоследствии еще было несколько подобных событий, но гораздо менее значимых. Так вот, что же тогда происходит? Сейчас, наверное, немножко буду грузить, но мне кажется, это все-таки нам нужно. Итак, Кэррингтон увидел так называемую белую вспышку на Солнце. Это довольно редкий тип вспышек, и, наверное, они ничего хорошего нам не сулят, когда вот их глазом можно заметить. Итак, на Солнце есть пятна. Об этом известно уже, не знаю, люди испокон веков наблюдали эти пятна. Что это такое? Это области, где Солнце более холодное. Температура обычной поверхности Солнца, фотосферы, это где-то 5800 градусов, а температура пятна 4500. И, кстати, вот если бы мы могли пятно вырезать вот из Солнца и повесить на ночное небо, оно бы не было темным. Это была бы такая яркая красная звездочка. Ну, красная, потому что оно холоднее. Пятна, да, они красные, они яркие, но не такие яркие, как остальная поверхность Солнца, поэтому на его фоне они, конечно, кажутся темными. Итак, дело в том, что на Солнце есть магнитные поля. И вот пятна возникают именно в области, где эти магнитные поля особенно сильные. Это обычно места выхода или ухода обратно магнитных трубок, которые возникают на Солнце. Поэтому пятен их по одному не бывает. Их обычно минимум два. Эта трубка вышла и зашла обратно. Либо гораздо больше, потому что вот эта вот карта магнитосферы, она гораздо более сложная на Солнце. И что происходит, когда происходит вспышка? Значит, как-то в фотосфере эти пятна движутся, они объединяются, разъединяются. Все это должно отражаться на полях магнитных уже в солнечной хромосфере и короне. Но дело в том, что со школы помним, да, переменное магнитное поле, оно создает токи, которые текут так, чтобы изменения вот эти вот поля мешать им. И на Солнце возникают токи в триллионы ампер. И они удерживают эти магнитные поля от изменений. И вот пятна перестраиваются, а магнитосфера, она стремится этого не делать. И вот получается, мы сжимаем пружину до какого-то момента, пока можем. А дальше этот токовый слой, он пропадает, и магнитные поля резко перестраиваются. То есть мы освободили пружину, и она распрямилась, выделилось огромное количество энергии. Идет оно, во-первых, на ускорение частиц. Электроны и протоны на огромной скорости, почти световой, выстреливают из Солнца, попадают в атмосферу, спутникам очень мешают жить, на самом деле, ионосферу возбуждают. Другая часть частиц, она вот по силовым линиям, вот эта вот дуга, идут в Солнце, пробивают его слои, пробивают хромосферу, и если вспышка была мощная, если частицы ускорились хорошо, они добивают до фотосферы, нагревают ее, она ярко светится. Вот этот белый свет и видел Кэррингтон. Это довольно редкое явление, потому что обычно частицы задерживаются, не доходя до фотосферы. Вот. Это, собственно, явление вспышки. А магнитные бури-то откуда? А вот далеко не после каждой солнечной вспышки у нас начинается магнитная буря. Чтобы это было, над местом, где вот эти магнитные поля перезамкнулись, должна быть вот такая вот пипочка наверху. Она тут таким колечком нарисована. Это волокно, так называемое. Волокно, филамент или протуберанцы их еще называют. Это такие вот солнечные облака. Это как бы сгустки газа, более прохладные, более плотные, чем вокруг них. Они висят на магнитных полях, никого не трогают, могут днями так висеть, и тут под ними магнитные поля резко перестраиваются. И вот как в мультиках, знаете, диснеевских, был момент, когда вот кто-то на гамаке лежит, гамак так перерезает, он... Вот то же самое происходит и с вот этим самым несчастным протуберанцем. Вот картинка, которая... Справа, обратите внимание, то есть была арка магнитных полей, магнитные поля перезамкнулись, и она превратилась в пращу. И просто выбрасывает вещество Солнца на большой скорости. Вот влево видно прямо вот этот филамент, который висел, тоже никого не трогал. И вдруг его перестройка магнитных полей подбрасывает, и он, опять же, на большой скорости летит куда-нибудь, в том числе, если на пути окажемся мы, то и попадает на Землю. Это плазма с магнитными полями, ударяется в нашу магнитосферу, возбуждает ее, и возникает целый комплекс явлений, которые мы видим во время вот сильных геомагнитных бурь, полярное сияние и все такое. Самое опасное для человечества – это те самые наведенные токи, которые возникают в проводниках. В то время не было глобальной сети телеграфа, на самом деле. Были только отдельные линии между городами. Сейчас
У нас электрический контур – это фактически вся планета. У нас линии электропередач в странах, у нас нефтепроводы, газопроводы, кабели интернета под океаном, они все равно под питанием, под некоторым идут. И, в общем, во всем этом наводятся колоссальные токи, потому что чем больше контур, тем больше ток там можно получить. И что со всем этим делать? Очень хороший вопрос. На самом деле, видимо, вот как сейчас есть система предупреждения там, цунами, тайфунов, то есть должна быть какая-то в будущем построена система предупреждения подобных явлений. Потому что как бы Carrington может быть страшный, может быть, американцы посчитали, что для американской экономики это было бы где-то 2 триллиона долларов, по-моему, ущерб, для мира еще больше. Но, как выясняется, это не самое страшное, что может на Солнце случиться. Поэтому по-хорошему к этому нужно быть готовым. А что может случиться? В 2012 году аспирантка университета Нагоя Фуса Мияки изучала спилы японского кедра и смотрела содержание радиоуглерода вот в отдельных кольцах. И оказалось, что сначала они нашли одно событие, а потом два события, когда резкие пики наблюдались вот этого углерода. Что это такое, думали долго, не могли понять. И вот по моделированию получается, что, судя по всему, самое вероятное, что это было, это очень мощная солнечная вспышка. Примерно раз в 10 мощнее, чем то, что происходило во время события Кэррингтона. Вот эти самые частицы, которые ускорились, они в атмосфере взаимодействуют с азотом-14, превращая его в углерод-14. Он, как обычный углерод, почти попадает в биосферу, захоранивается здесь, и вот эти вот следы мы его можем обнаружить. Причем, что это интересно, стали сразу историки смотреть, а вот во время этого события, может быть, люди что-то видели, может, они оставили записи, и вот, кстати, оставили. Вот, например, события 93-94 года, есть запись в европейских кведленбургских аналах. Хронист пишет, что за 7 дней до январских календ, в день Святого Стефана на севере, внезапно воссияло небо настолько ярко, что многие сказали, что наступил день. Продлилось это час, потом все вернулось как бы на исходное. Ну, час в средневековой хронике такое себе, да? То есть, в общем, продлилось это какое-то время. И, по всей видимости, недолго, потому что у нас-то, мы знаем, с полярной сияния длятся часы, а тут очень ярко, наступил день, и всего час. Ну, ладно, 2-3, там, как бы очень небольшое время. То есть, судя по всему, если это вот был выброс, и он пришел на очень большой скорости. И прошел магнитосферу очень быстро. Возможно, причина была в этом. И, так, а почему у меня переключилось? Во. На самом деле, потом уже как раз изучали другие источники углерода, и оказалось, что было еще несколько таких событий важных. То есть, судя по всему, на Солнце раз в несколько тысяч лет, по всей видимости, происходят вообще супервспышки, которые могут быть в несколько раз мощнее, чем то, что было при событии Кэррингтона. Данные астрономов, которые изучают планеты у других звезд и могут вспышки у солнцеподобных звезд посмотреть, их статистику, тоже примерно это подтверждают. Так что, в принципе, нужно быть готовым к тому, что иногда на Солнце что-то бабахает. Но, опять же, вот что нам везет в чем? Что на здоровье эта вспышка никак не влияет. Она влияет на экономику, влияет на промышленность, поэтому просто нужно, видимо, устраивать что-то типа контролируемого блэкаута. Наверное, вот такой может быть рецепт. Ну ладно, следующий сценарий. Это кадры из фильма «Меланхолия» Ларса фон Триера. Извините за спойлеры, без них никак. Откуда ни возьмись, в Солнечной системе появилась большая планета, столкнулась с Землей, все умерли. Вот. Я, кстати, фильм не смотрел, и, честно, так не получилось, но я из него часто нарезал футажи для видео на YouTube. Вот. Поэтому это как я понял, может, там все гораздо хитрее, но, в общем, все умерли, да. Открытый? Ну ладно. Там же я нарезал, там прям врезается, нет? Ну ладно. Короче, возможно ли такое? Вот на самом деле Ларс фон Триер даже немножко, так сказать, смягчил. Потому что если такая планета, как показано в фильме, окажется в Солнечной системе, ей врезаться-то ни с кем не нужно. Итак, вот проблема будет выше крыши. Почему? Вот у нее планета была в несколько раз больше, чем Земля, значит, весит она в несколько раз в кубе, она просто поменяет орбиты всех небесных тел, которые у нас есть. Земля куда-нибудь там улетит от Солнца подальше или полетит поближе, и все, и кошмар. Так вот, казалось бы, да, откуда такие планеты без звезд могут взяться?
Но они могут. Астрономы называют это блуждающие планеты или планеты-странники. Я тут набросал 4 возможных сценария, как это может происходить. Первый. Вот представьте, из протозвездного облака, да, рождаются звезды. А у каких-то сгусточков массы на звезду не хватило. И они оказались планетами, но такими свободно летящими, вот Юпитерами, там несколько масс Юпитера может быть. И будут спокойно себе путешествовать по галактике. Второй сценарий. Когда система звезд еще молодая, планеты только сформировались, у них часто бывают очень нестабильные орбиты. Они могут столкнуться, могут там поменяться орбитами. И иногда такие планеты выбрасываются из своих систем. Снова появляется странник, свободно летящий. Третий сценарий – это вот опять же в молодых системах. Вдруг звезда пролетит соседняя и залетит слишком близко, отхватит планеты наши и закинет их куда-нибудь подальше. Тоже такое возможно. Ну и четвертый возможный сценарий – взрыв сверхновой. Вот у нас сверхновая, но у нее есть планеты, и вдруг сверхновая, обычная звезда сначала, вокруг нее планеты вращаются, и вдруг звезда взрывается, и у нас центральная масса, вокруг которой планеты вращались, либо уменьшается, либо пропадает вообще, если это сверхновая там, типа 1А. А планета свою скорость сохраняет, и внезапно ее орбитальная скорость становится третьей космической для этой системы. Она просто улетает и опять же свободно летает по галактике. Так вот, ученые посчитали, что в 20 раз может быть больше свободно летящих планет в галактике, чем звезд. А звезд у нас, на секундочку, 200 миллиардов. Ну вот давайте примерно прикинем, сколько у нас может быть планет. Немало. Можно их заметить? Можно их заметить. Несколько способов, опять же. Первый – это прямые наблюдения, желательно в инфракрасном диапазоне, потому что планеты свободно летящие, они довольно холодные, но инфракрасный телескоп хороший, чувствительный, может их заметить. И вот здесь вот прям картинка такими стрелочками, это же не стрелочки, это такие палочки, показано, вот среди звезд летит свободно летящая планетка. Другой способ – это гравитационное микролинзирование. Планеты тяжелые, они своей гравитацией тоже могут искривлять солнечные лучи, любые световые лучи, работая как собирающая линза. И если такая планетка пройдет где-то на фоне далекой звезды, звезда станет не совсем на фоне, ну так, недалеко. Блеск звезды усилится. Соответственно, вот это вот изменение яркости мы можем тоже обнаружить и поймем, ага, там летела планета. Ну и третий способ, как раз когда планета непосредственно проходит по диску звезды на фоне, вот это блуждающая. Я, кстати, не помню, были ли у нас случаи, что находили такие планеты вот таким способом. Наверняка были, просто вот я не помню. Но я точно помню, что однажды нашли так кольцо. Планета чиркнула кольцом по звезде, а кольцо у нее было огромное. И вот это кольцо обнаружили. Сначала подумали, что эта планета вращается вокруг этой звезды, но потом она все как-то не проходит второй раз, не проходит, и не проходит, и не проходит. И, в общем, поняли, что, видимо, это просто была блуждающая планета, которая случайно вот колечком на фоне звезды нам помахала. Итак, собственно, мне там, да, вот этот слайд, наверное, так, нет. А как мне обратно вернуть? О, боже мой, я сейчас проспойлерю всю лекцию. Так, я понял, сейчас мы вернемся, извините, вы этого не видели, забудьте. Да, значит, на самом деле, насколько опасны нам могут быть вот эти самые гости? Ну как, это легко посчитать. Берем звезды с плотностью, как вот в районе, где в галактике Солнце летает, сообщаем примерно такие же скорости, добавляем туда в 20 раз больше планет, запускаем симуляцию на миллиарды лет и смотрим, на какое расстояние там эти планеты могут подойти и как часто это происходит. И оказывается, что такие события очень редки. То есть за все время жизни галактики, вот в этом небольшом объеме, этого и не произойдет-то ни разу. Поэтому да, в галактике где-то это может и происходит, но вероятность крайне мала. Другое дело, что в галактике есть области, где звезды сидят гораздо плотнее. Это центральные области, это всякие шаровые скопления. И вот там-то звезды и планеты, они сталкиваются друг с другом, это происходит регулярно, они очень близко сближаются, поэтому в этих местах жить, наверное, было бы не очень комфортно. Вот. Но, что интересно, ведь звезды формируются из протозвездных облаков, и тоже первое время они образуют звездные скопления, где звезды сидят близко. Поэтому у молодых звездных систем такие сближения возможны. И вот здесь как раз моделирование. Ученые попытались объяснить, откуда в нашей Солнечной системе есть объекты за Нептуном на очень вытянутых орбитах, не привлекая эту самую 9-ю планету, которая может есть, может нет, это хороший вопрос. И вот они показали, что в принципе, вроде бы, если наша молодая Солнечная система испытала сближение с соседней звездой на расстоянии где-то 110 раз дальше, чем Земля от Солнца подошла звезда, то это могло бы объяснить эти вытянутые орбиты. Вот они такое красивое моделирование показали. Вот, видимо, эта звезда еще часть своих астероидов там нам отдала, часть забрала, и вот часть объектов оказались на таких орбитах. Ну, недавняя статья, поэтому не знаю, Батыгин, Браун вроде бы на нее пока не отвечали.
Ну вот, я проспойлерил уже, вы знаете, что следующее у нас это сверхновая. И если вот про все эти истории можно придумать красивые фильмы, то со сверхновой сложнее. Ну потому что от астероида спасает Брюс Уиллис, просто вот так вот сбивая астероид ядерной бомбой. В принципе, в случае супервспышки на Солнце можно придумать какого-нибудь там ученого, который предсказал вспышку, хочет, говорит, ребята, давайте отключим электричество, там, больницы, дата-центры мы переведем на резервные источники, а проклятые корпорации ему не дают, говорят нет, вот, и вот он пытается спасти мир. То в случае, например, блуждающих планет, ну, кстати, тоже можно придумать историю, потому что, в отличие от фильма Ларса фон Триера, мы такую планету увидим за сотни лет до того, как она подойдет. Поэтому это может быть рассказ о том, как человечество собирается стать мультипланетным видом, колонизировать там астероиды, Марс, и готовится на ту планету, кстати, тоже оседлать и на ней полететь. Почему бы нет? А вот к сверхновой гораздо сложнее придумать сценарий, потому что, представьте, на нас воздействует взрыв, который происходит за световые годы. И что ты ему сделаешь, он в другом городе. Поэтому как бы не совсем понятно, да, как об этом историю слагать. А во-вторых, мы очень часто не совсем понимаем, как же сверхновая будет воздействовать на нас. И вот тут мы с художником делали для ролика как раз такие визуализации с помощью нейросетей. Вот она самая правильная. Вот кажется, взрыв звезды, там огонь, должно быть жарко. А вот смотрите, тут какой-то все ледниковый период, все сковано льдом, люди в костюме там химической защиты радиационной и какой-то странный желтый туман в небе. Что это такое, что происходит, почему холодно? Ну вот сейчас будем разбираться. Итак, на самом деле сверхновым у нас обзывают сверхновой совершенно два разных события, никак не связанных между собой. Во-первых, это коллапс массивных звезд, а второе – это термоядерный взрыв белых карликов. Вот так получилось, что по энерговыделению в видимом диапазоне эти явления близкие. Поэтому, ну вот как бы их называют сверхновыми, так исторически повелось. Вот, только это сверхновые типа 1А, когда взрываются белые карлики, а все остальное – это все другие типы сверхновых. Вот опять же такой рудимент старой астрономии. Итак, насчет коллапса. Если звезда оказывается тяжелее 8 солнечных масс, то когда она вырабатывает все свои запасы ядерного топлива, у нее остается железное ядро. И вот это железное ядро, когда его масса превышает некоторую предельную, оно само в себя падает. И вот у него был диаметр, допустим, несколько там десятков тысяч километров, а стал, ну, там несколько десятков километров. Вот. То есть это происходит за долю секунды, соответственно. Пока оно не остановится на некотором метастабильном состоянии. Называется оно обычно протонейтронная звезда. Ну и вот внешние слои звезды, они, как опять же в голливудских мультиках, да, вот ощупывает там койот, что под ним уже нету дороги, и начинает падать вниз. То же самое происходит с этими слоями. Они падают, ухаются вниз, когда мячик бросаем, он отскакивает. Начинается такой же отскок, но уже внутри звезды. Ударная волна вот пытается выйти наружу от этого вот удара. Обычно это может получиться, может не получиться. Дело в том, что при вот этом вот сжатии резком, при том, как вот это железное ядро превращается уже там в нейтроны, протоны, электроны, выделяется очень большое количество нейтрино. И вот это нейтрино, ну, частицы, они почти не взаимодействуют с веществом. Мы можем от нас до Альфа-Центавра сделать, там, я не знаю, бассейн с водой, запустить нейтрино, они пройдут насквозь, не заметят. Но вот при таких плотностях нейтрино уже влияют на вещество, они с ним взаимодействуют, и они помогают этой ударной волне выйти наружу. Если это удается, внешние слои сбрасываются, начинается полноценная сверхновая. Ну а вот с этим вот ядром оно либо все-таки остается нейтронной звездой, либо, если масса большая, в итоге превращается в черную дыру. Опасность нам представляют вообще взрывы сверхновых с расстояния где-то от 30 до 100 световых лет, в зависимости от того, насколько мощный был взрыв. Ну и если говорить про вот такие вот коллапсары, то это… какие звезды так взрываются? Ну, массивные, да, красные, голубые сверхгиганты и звезды Вольфа-Райе. Вот к ним мы и должны присмотреться. И мы присмотрелись. Наверное, главный наш кандидат, о котором часто говорят, это Бетельгейзе. С ней одна интересная история связана, потому что в 2019 году Бетельгейзе вдруг пошла очень резко терять яркость. Бетельгейзе – звезда переменная, причем так хаотически она меняется, но тут яркость прям очень сильно просела. И тогда некоторые ребята сказали: боже мой, она сейчас сожмется, а потом как рванет, и у нас будет сверхновая. Караул, кошмар. Этого не случилось. Бетельгейзе вдруг пошла снова яркость набирать, и даже в какой-то момент стала более яркая, чем была до падения. Что же там происходило-то? А вот посмотрите на картинку с моделированием как раз поверхности красного сверхгиганта. Они не похожи на те гладенькие кружочки красные, которые в учебниках рисуют. Это огромное кипящее облако, вот такое вот за счет конвекции, которое
соответственно, передают энергию из недр к окраинам. И, тем не менее, они еще, мало того, что они так бурлят, внешние слои гравитационно довольно слабо связаны с самой звездой. Эти звезды активно теряют массу. Иногда, кстати, они еще теряют ее в виде пылевых частиц. Это просто, грубо говоря, графитовая пыль, углерод. Вот, и в этот момент, судя по всему, Бетельгейз выбросило очень плотное облако углерода. Оно затмило часть звезды, яркость пропала, а дальше она просто по орбите сместилась, звезда стала ярче, и в какой-то момент облако пошло рассеивать свет в нашу сторону. Поэтому яркость стала даже больше, чем до падения блеска. Вот такие вещи происходят. А вот насчет того, когда взорвется Бетельгейзе, тут, знаете, как проблема в том, что по внешним слоям красного сверхгиганта очень сложно понять, что же там внутри у него происходит. И не совсем понятно, на какое именно топливо сейчас сжигает Бетельгейзе. Поэтому она может рвануть и сегодня вечером, может, в принципе, через 100 тысяч лет. И тут вариант, они по меркам астрономии очень скоро. Ну вот нам бы хотелось, конечно, пораньше, чтобы это заметить. Недавно была работа, что вот в пределах 30 лет, но там все очень спорно. То есть на самом деле вот в ближайшие 100 тысяч ждем, будет красиво, будет сиять звезда на небе, как полная луна. Ну да, и астрономы будут очень рады. Кстати, что интересно, когда звезды вот так вот коллапсируют, выделяется большое количество нейтрино, и эти нейтрино мы успеем зафиксировать на наземных обсерваториях примерно за неделю до того, как увидим взрыв сверхновой. Так что у нас вообще будет время подготовиться, все шикарно. Ну и другой тип сверхновых – это как раз термоядерный взрыв. Тут что происходит? Взрывается белый карлик. Взрывается как раз остаток от звезды не очень большой массы. Но если обычную звезду, ей гравитации противостоит газовое давление, то есть газ горячий, он давит изнутри, гравитация снаружи, звезда стабильна, то у белых карликов все не так. Им мешают схлопнуться, скажем так, некоторые, в общем, квантовая физика, некоторые квантовые процессы, которые в них происходят. Однако, если у этих квантовых процессов есть предел, которые они могут максимально удержать. Если мы начнем искать в интернете, мы узнаем, что называется это предел Чандрасекара, и максимальная масса белого карлика – это 1,44 массы Солнца. Это неправильная величина, если что. Почему? Потому что это рассчитано для водородного белого карлика, а их таких не бывает. Если белый карлик будет гелевый, то эта масса получается меньше, углерод, кислород еще меньше, кремний еще меньше, железный прям по-моему, 1,2 получается. И что происходит, допустим, если мы возьмем белый карлик и начнем в него бросать мусор. Я не знаю, на мусор утилизировать надо, у нас есть белый карлик. Мы бросаем в него мусор, у него масса растет. В какой-то момент она достигает предельной, а при этом сам белый карлик, он сжимается. Ему все сложнее себя держать, он все плотнее становится, плотнее. Это, кстати, очень удивительное свойство вещества белого карлика. Потому что если мы видим два кирпича, мы понимаем, большой кирпич тяжелее маленького кирпича. Если у нас есть два кирпича из белого карлика, маленький кирпич будет тяжелее большого. Вот такое интересное свойство этого белого карлика. Так вот, он поджимается, и в какой-то момент, когда масса почти предельная, начинают ядра химических элементов почти касаться друг друга. И запускается термоядерная реакция, не зависящая от температуры. И за долю секунды он буквально весь его охватывает реакция. Он взрывается, как огромная термоядерная бомба, полностью, почти без остатка. Вот что происходит при этом явлении. Как это происходит в реальности? Ведь мусор же там не бросают, наверное, инопланетяне, да? Либо двойная звезда, и белый карлик потихонечку с нее массу берет, либо столкнулись два белых карлика, и масса суммарная оказалась большой, и вот такие нехорошие вещи происходят. Есть ли кандидаты на такие взрывы? Я нашел одного в интернете, зовут его вот так. Масса 1,35 массы Солнца, то есть для некоторого химического состава он уже на грани. Он прям буквально чихни, и он рванет. Расстояние 130 световых лет. То есть это немножко дальше, чем опасное расстояние до сверхновых, но будет весьма ощутимо. Так что можно представить, он там у себя как-то вращается, его, может быть, центробежная сила немножко поддерживает, а тут падает в него метеорит, и так он бабах. Такое, в принципе, может быть довольно интересный объект. Кстати, размером он при такой массе чуть больше, чем Луна. Буквально, что интересно. Почему холодно? Что за желтый дым? Сейчас объясню. Итак, сверхновые красиво горят на небе, ярко, но самое опасное для нас – это не то, что они яркие, а то, что они гораздо ярче светят в рентгене. Рентген мощный разрушает молекулы озона и молекулы азота в нашей атмосфере, и они собираются в диоксид азота, бурый газ, ядовитая штука, плюс которая образует эту самую дымку коричневую, которая экранирует от нас свет Солнца.
снижается температура, и ядовитые всякие осадки и кучу-кучу всяких неприятных вещей. Еще ультрафиолет от солнца начинает нам мешать. Длится это, ну, пока горит сверхновая. Вот там годик, ладно, потерпим, все прошло, мы успокаиваемся. Через сотни и тысячи лет проявляется настоящее воздействие сверхновой. Потому что приходит ударная волна от вещества, которое она выбросила. Ударная волна вместе с магнитными полями. А на фронте ударной волны ускоряются заряженные частицы до огромных скоростей, и вот эта штука ударяет в атмосферу Земли. То же самое, бурый газ, но эти частицы высоких энергий, они порождают кучу вторичных частиц в нашей атмосфере, в том числе нейтроны и мюоны. Это все достигает поверхности, и радиация подскакивает в сотни раз у нас на поверхности Земли. И получается, у нас холодно, у нас радиация, и длится это не год, не два, не 10, даже не 100, а гораздо дольше. Вот поэтому сверхновая такая штука довольно неприятная, прохладная, и как бы все не очень хорошо. Что интересно, мы недавно испытали относительно 2 близких таких взрыва сверхновых. Произошло это по оценкам 3,6 с небольшим миллионов лет назад. Как об этом узнали? Изучали отложения в Тихом океане и обнаружили слои с избытком изотопа железа феррум-60. Он нестабильный, образуется на Земле, когда взрывают атомные бомбы, но в то время кому бы это было делать. Вот, и активно также он образуется вместе со взрывами сверхновых. И, судя по всему, вот эти события произошли на расстоянии где-то 100-150 световых лет от нас. Что интересно, вот сейчас буду натягивать очень маленькую сову на очень большой глобус, но чисто так, ради шутки. В то время же начинается примерно аэридизация климата, да, больше там 3 миллиона лет назад. Наши предки выходят из лесов саванны. И можно было бы очень необоснованно сказать, что смотрите, нас сделала сверхновая. Но на самом деле у нас мало данных, тут было гораздо больше факторов. Но красиво было бы, если бы это было так, хотя, наверное, не совсем. Да, возвращаясь, кстати, к сверхновым, по оценкам, вот как часто вот могут рядом с нами происходить опасные вспышки, вот именно опасные, да, то, в принципе, за миллиарды лет этого может и не случиться, потому что мы живем в довольно спокойном месте в галактике, не в центре, у нас низкая плотность звезд, возле нас нет областей, где рождаются звезды интенсивно, поэтому, в принципе, мы можем так к сверхновым относиться тоже довольно спокойно. С белыми карликами немножко сложнее, ну, опять же, 130 световых лет – это не критично. Но дело в том, что в последнее время появилось множество телескопов-роботов, которые автоматически сканируют небо и находят явления, для которых у астрономов нет названия. Поэтому появляется вот такое. У нас есть космические коровы. Это Fast W Optical Transient. Это явление, которое ярче сверхновой раз в 10, но длится 2 недели всего. Что это такое? Отдельный хороший вопрос, можно целую лекцию посвятить. Вот. У нас есть Scary Barbie, страшная Барби. Это значит наоборот. Решила что-то взорваться и решила вот так взрываться долго. И оно взрывается уже 3 года, не гаснет. И все так думают, что это такое вообще? Непонятно совершенно. Вот. А радует одно, все вот эти необычные новые явления, они происходят в довольно необычных местах, не похожих на нашу галактику. Страшная Барби, вообще там ничего не видно, там пустое место, там галактик нет. Ну или, видимо, они слишком тусклые, мы их не видим. Вот. Коровы обычно в маленьких галактиках рождаются. Так что, в общем, вроде бы можно выдыхать, вроде бы спокойно, но есть много интересного и странного в космосе. Ну и, соответственно, последний наш герой – это гамма-всплеск. Про него фильм вообще сложно было бы какой-то придумать. Сложно сценарий проработать. Почему? Ну, он длится пару секунд всего. Фильм получился бы очень коротким и очень грустным. Вот, значит, в чем тут смысл? В 1963 году между СССР, США и Великобританией был подписан договор о запрете ядерных испытаний в 3 средах. В воздухе, под водой и, соответственно, в космосе. И для того, чтобы контролировать эти космические испытания, были запущены американцами спутники серии Вэлла. Это спутники, оснащенные гамма-детекторами. Считалось, что единственный процесс, вообще, который может порождать гамму, вот эту вспышку, это взрыв атомной бомбы. Если она будет в космосе, мы поймем, кто-то взорвал. И случилось. Вот. Кто-то регулярно взрывал. Но оказалось, он вообще-то как бы вот там, далеко. Почему? Как это вообще можно было понять? А дело в том, что эти спутники, да, они могли только зафиксировать, что вот пришел гамма-сигнал. Но поскольку их много, а на один спутник пришел сигнал в одно время, на другой с задержкой, на третий там еще чуть позже, можно было стриангулировать и понять, кто же. И оказалось, что да, нарушитель вообще-то как бы вот где-то он во Вселенной находится. И до 90-х годов
ученые пытались понять, кто нарушает соглашение о запрете ядерных испытаний. Вот. Было, значит, две идеи. По одной, это что-то в нашей галактике происходит, но там очень сложно было вот это натянуть сову на глобус, что все-таки это наша галактика, не получалось. По другой, это что-то на космологических расстояниях. А там другая проблема. Если это миллиарды световых лет, то получается, что за секунду, за 2 секунды хорошо, у нас полностью аннигилирует масса, сравнимая с Солнцем. Невозможно придумать процесс, который вот это бы сделал. Но тем не менее, в конце 90-х стало понятно, что да, расстояния космологические. Но энерговыделение гораздо меньше, примерно сравнимое со сверхновой. Почему они такие яркие? А потому что они излучают вот эти вот гамма-всплески в очень узком диапазоне, то есть в небольшом конусе. Размер конуса где-то от 1 градуса до, наверное, 20 градусов. Вот то, что мы сейчас знаем по оценкам. И поэтому их видно с большого расстояния. Опять же, оказалось, это 2 совершенно разных процесса. Короткие гамма-всплески, они порождаются слиянием нейтронных звезд. Длинные гамма-всплески – это коллапс массивных звезд, но которые очень быстро вращаются вокруг своей оси. И получается, что вот нужно этот момент вращения куда-то отдать, и из звезды выстреливают джеты. Причем коллапс-то в ядре начинается, сама звезда еще, она снаружи выглядит как обычная звезда. И вдруг ее прожигают эти вот 2 луча и уходят на очень большие расстояния. Вот такие штуки могут быть опасны для нашей биосферы с расстояния уже 1000 световых лет. Так вот, интересная история тут случилась недавно, вот, потому что в 2022 году произошел самый яркий гамма-всплеск, вообще, который мы пока видели. Называется он лодка. BOT – это аббревиатура, то есть Brightest of All Time. По оценкам, это такие яркие гамма-всплески мы должны видеть раз в 10 тысяч лет. Хотя либо мы такие везучие, либо просто что-то не так с оценками, видимо. Да? Но тем не менее, то есть это был гамма-всплеск, который ослепил детекторы на орбите многие, который оказал воздействие на атмосферу, сравнимую с такой средненькой солнечной вспышкой. Но, понимаете, Солнце-то оно рядом. А эта штука, она на расстоянии 4, почти с половиной миллиарда световых лет от нас. И вот это получилось. Кстати, вот на картинке, это то, что мы видим, это рентгеновское эхо от вспышки. То есть луч летит в нашу сторону, и пыль, которая вокруг, она слегка его тоже так немножко рассеивает к нам. И вот мы видим вот такие расходящиеся вот эти кольца, это, грубо говоря, эхо от этой самой рентгеновской пыли. Вот такие бывают вещи. Ну и да, если какие-то у нас опасные соседи. Ну, есть один. Значит, тут история такая. WR-104 – это звезда Вольф-Райе, звезда тройная, и 2 компонента которой – это как раз, собственно, сама Вольф-Райе и тоже массивная звезда, которая выбрасывает пыль. И из-за этого в орбитальном вращении возникает такой спиральный хвост вокруг этой системы. И вот астрономы такие смотрят на этот спиральный хвост и говорят: слушайте, а какой-то он больно круглый получается. Вот. Уж не означает ли это, что система на нас повернута плашмя? А если она плашмя, то очень вероятно, что оси вращения звезд тоже плашмя. И куда полетит джет, когда нужно будет момент вращения сбросить? Ну куда? В полюса, а тут мы. Расстояние 8,5 тысяч световых лет. То есть это не криминально, это не мы все умрем, но, как знаете, мы испугаемся, а спутники на орбите вообще погрустнеют от такого. Вот. Стали эту штуку изучать конкретно, что такой угол. Там было много наблюдений с разных телескопов, 2 научные группы спорили, поэтому сейчас данные такие, где-то угол наклона от 12 градусов до 40 градусов. То есть на самом деле это хорошо, потому что если джет будет узким, он в нас не попадет. Он вообще нам ничего не причинит, слава богу, пролетит мимо. Если он будет широким и нас заденет, то это означает, что его убойная сила будет гораздо меньше. Поэтому и в том случае, опять же, можем выдыхать. И опять же, есть оценки, как часто опасные джеты могут бить по нашей Солнечной системе, учитывая, что мы не живем в регионе, где много вот таких звезд, способных на такое. И оказывается, что, в принципе, можно, опять же, жить миллиарды лет, вполне себе не ощущая такого воздействия, что для биосферы очень хорошо. Ну и, наверное, хочется какой-то подвести итог. Вот мы сегодня говорили о разных космических страшилках. И получается, что несмотря на колоссальные энергии и ужасные последствия, которые они могут оставить, вроде бы все не так страшно. Мы, в принципе, можем бороться с астероидами. Дайте нам еще лет 50, вот, может быть, вообще это станет довольно эффективным. Мы, в принципе, можем попытаться защититься от супервспышки, но просто приняв меры предосторожности и введя нормальную систему мониторинга таких вот. То есть прошла, значит, вспышка, вот этот выброс от Солнца, точку Лагранжа L1, там спутник говорит: ребята, мощный выброс плазмы, у нас есть час, срочно отключаем все электропитание, где только можем. Вот. В принципе,
блуждающие планеты, мы их за сотни лет заметим. То есть это такая, знаете, сценарий а-ля «Задача трех тел». То есть когда-нибудь это будут проблемы будущих поколений, то есть не наши. Сверхновые гамма-всплески настолько редкие возле нас, что нам не угрожают. Поэтому бояться, наверное, все-таки нужно не космоса. Космос нужно изучать. Чем больше знаешь, тем меньше страшишься. Ну, а человек, на мой взгляд, намного страшнее любого космического явления, о которых мы сегодня говорили. Ну и спасибо за внимание. Если что, я не выкладываю никакие ссылки, их было бы очень много, но подписывайтесь на канал, там у меня под каждым роликом есть список статей и литературы, которые я использовал. Можно по нему пройтись, и про все про это там я уже рассказывал, так что жду на YouTube.